Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о тех открытиях и изобретениях, которые навсегда изменили наш мир. Каждый день мы пользуемся плодами научной мысли, даже не задумываясь о том, как много труда и времени было вложено в их создание. От простейших инструментов до сложнейших технологий, каждая из этих достижений стала ступенькой на пути к прогрессу. Представьте себе, каково было человечеству до изобретения колеса или электричества. Как бы выглядел наш день без интернета или антибиотиков? Эти инновации не просто облегчили нашу жизнь, они перевернули представление человечества о возможном. В этом видео мы рассмотрим самые значимые открытия, которые стали катализаторами изменений в обществе, экономике и науке. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе откроем двери в мир удивительных изобретений. Огонь. Открытие огня и способов его получения является важнейшим событием в истории человечества. Это оказало влияние на выживание, развитие и культурное сознание человека. С момента его укрощения огонь обеспечивал тепло, защиту от хищников и возможность приготовления пищи, что не только улучшило условия жизни, но и способствовало биологической и культурной эволюции. Открытие огня стало значимым шагом на пути к развитию технологий, так как он был необходим для изготовления орудий труда и стал основой для будущих открытий. Когда люди научились добывать огонь? Согласно археологическим данным, первый огонь люди добыли около 1,42 миллионов лет назад. Следы первой добычи огня были найдены на территории Восточной Африки. Его получали благодаря трению одного деревянного куска о другой. Такой метод требовал много времени и усилий. Последующим способом было ударение камней друг от друга, которые создавали искры и могли поджечь сухую траву. Тот факт, что люди научились разжигать огонь по собственному желанию, стал ключевым поворотом в истории Homo sapiens, который навсегда отделил людей от животных. В современном мире огонь продолжает быть необходимым элементом, влияя на качество жизни и обеспечивая комфорт. Письменность. Письменность возникла очень давно, примерно 5500 лет назад. Первыми ее изобрели древние шумеры, которые писали заостренными палочками, выдавливая на глиняных табличках штрихи в форме клиньев. Отсюда возникло название такого письма – клинопись. На протяжении нескольких тысяч лет письменность эволюционировала от примитивных рисунков к сложным иероглифическим системам и, в конечном итоге, к более эффективным и универсальным алфавитам. Кстати, прародителем современных алфавитов, таких как греческий и латинский, считается финикийский алфавит, возникший около 15 столетия до нашей эры. Так человечество сделало огромный шаг вперед в своем развитии. Письменность позволила передавать знания от поколения к поколению, фиксировать исторические события и юридические договоры. Это послужило основой для развития литературы, науки и государственного управления. Колесо. Когда речь заходит о простых изобретениях, первое, о чем все вспоминают – колесо. Казалось бы, элементарная вещь, но вы можете представить современный мир без этого открытия? Безусловно, нет. Так и для наших далеких предков это было поистине революционное изобретение. Кто же первым придумал колесо? До сих пор неизвестно. Идеи симметричного компонента, движущегося круговым движением по оси, существовали в древней Месопотамии, Египте и Европе. Изобретение появилось сразу во многих независимых друг от друга местах около 3500 года до нашей эры. Появление колеса имело огромное значение, так как колесо не только сняло ограничения на передвижение по суше, но и повлияло на развитие различных отраслей промышленности. После того, как грузы начали перевозить, а не перетаскивать вручную, облик цивилизации изменился. Люди уже могли строить сложные архитектурные сооружения. Также благодаря колесу стали возможны дальние путешествия и выросли объемы транспортируемых товаров, что привело к возможности выстраивать новые экономические связи. Бумага. История возникновения бумаги началась с того, что в Древнем Египте около 3500 лет назад начали изготовлять папирус. Технология была достаточно сложной, а потому папирусы были дороги. Кроме того, они были не очень долговечны и требовали бережного отношения к себе. Параллельно с развитием папируса началось развитие другого материала – пергамента.
Но изготовление пергамента было очень трудным процессом, а потому он был чудовищно дорог. Однако настоящим началом истории бумаги считается 105 год нашей эры. По легенде, изобретение приписывается Цай Луню, придворному евнуху императора Хэди. Цай Лунь использовал различные материалы, включая старые рыболовные сети, тряпье и обрывки конопли. Далее он распределял массу на плоской поверхности, прессовал и сушил, создавая таким образом довольно толстую, грубую, но очень прочную бумагу. Этот новый материал был не только дешевле в производстве по сравнению с папирусом и пергаментом, но и более удобен в использовании. Бумага мгновенно стала ключевым элементом письменности, а спустя несколько столетий бумагу стали использовать не только госслужащие и аристократы, но и обычные люди. Компас. Казалось бы, компас — это просто железка, которая указывает в определенном направлении из-за магнитного поля. Но без него ориентирование на море вдали от берега было бы практически невозможным. Звезды, конечно, никто не отменял, но днем и в пасмурную погоду их не видно, поэтому компас — одно из самых важных изобретений человечества. Ученые и историки достоверно не знают, когда и кем был открыт принцип работы магнитных компасов, но известно, что самые ранние компасы появились в Китае примерно в 300-200-х годах до нашей эры, во время правления династии Хань. Самые древние компасы представляли собой намагниченную металлическую иглу, прикрепленную к куску дерева, чаще всего в форме рыбы, и помещенную в емкость с водой. Поскольку игла была намагниченной, ее конец, голова рыбы, всегда указывал на север. Это были так называемые мокрые компасы. К XI веку китайцы использовали уже не только мокрые, но и сухие компасы, без воды в емкости. В Европе и на Ближнем Востоке эти навигационные инструменты начали появляться только в 1200-х годах. Наиболее вероятно, что китайцы поделились своей технологией создания навигационного инструмента с мусульманами, которые позже поделились этими знаниями с европейцами. Двигатель внутреннего сгорания. Создание двигателя положило начало индустриальной эпохи, а также породило огромное число разнообразных машин, включая современные авто и самолеты. Без изобретения двигателя внутреннего сгорания мы бы жили в совершенно иной реальности. Он стал прорывом в технологии, перевернувшим весь мир. Первой успешной попыткой создания двигателя внутреннего сгорания стало изобретение французским инженером Жаном Этьеном Ленуаром двигателя, который работал на газе. Патент на изобретение был получен 24 января 1860 года. Вскоре после этого немецкий механик Николаус Отто своими изобретениями заложил основу современного двигателя внутреннего сгорания. В 1876 году он представил более эффективный механизм, использующий смесь газа с воздухом в цилиндрах. Двигатель работал по четырехтактной системе: пуск, сжатие, рабочий ход, выпуск отработанных газов. Двигатель Отто был экономичным и надежным, что привело к его широкому использованию и значительному успеху на рынке. Телефон. Жизнь без телефона? В современном мире это невозможно, ведь смартфоны проникли во все сферы нашей активности и кардинально изменили наш образ жизни. Но когда впервые появился этот удивительный девайс? Первый телефон, позволивший людям общаться на расстоянии, был изобретен американо-канадским ученым Александром Беллом. Он оформил свой патент 7 марта 1876 года. Первый звонок был сделан Беллом своему помощнику Томасу Уотсону, который находился в другой комнате. В 20-х годах 20 века телефонные аппараты начали массово производиться и использоваться в Европе. В 1973 году снова произошло историческое событие. Компания Motorola представила первый мобильный телефон. Он был крупным и тяжелым, но открыл новую эру мобильной связи. С тех пор мобильные телефоны становились все более компактными и функциональными. В 2000-х годах появились первые смартфоны, устройства, которые комбинируют функции телефона, камеры, компьютера и многих других. Теперь телефон стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и продолжает развиваться, предлагая нам все новые возможности и функции. Лампочка. Кто изобрел лампочку? Кто придумал свет? Эти вопросы интересуют многих, ведь сегодня без таких элементов освещения мы не можем представить нормальную жизнь. Над созданием лампочки работали сразу несколько изобретателей на протяжении 1800-х годов. Но в 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон был первым, кто получил патент на изобретение электрической лампочки.
Он создал полностью функциональную систему освещения, включающую генератор и проводку, а вместе с ними и саму лампочку с угольной нитью накаливания. Сейчас лампочки накаливания считаются крайне неэффективным и энергозатратным методом освещения, а потому их повсюду заменяют светодиодами. Но сразу после своего изобретения они бесспорно совершили настоящую революцию. Благодаря появлению лампочек распорядок дня людей изменился навсегда. Уже не нужно было подстраиваться под дневной свет, а по вечерам можно было работать, играть и развлекаться, вместо того, чтобы ложиться спать. Пенициллин. В 1928 году шотландский ученый Александр Флеминг открыл пенициллин – первый антибиотик, спасший миллионы жизней. Это открытие стало поворотным моментом в медицине, сделав возможным лечение многих ранее смертельных инфекционных заболеваний. Самое интересное то, что пенициллин был открыт случайно. Будучи микробиологом-наблюдателем, но не очень аккуратным, Флеминг оставил на своем лабораторном столе невымытые после работы чашки с культурами микробов. Вернувшись в одной из таких чашек, он, к собственному удивлению, увидел плесень, подавившую рост высеянной им культуры бактерий. Обнаруженная плесень антибиотик оказалась грибком пенициллиум. Спустя 10 лет двум ученым Оксфордского университета Говарду Флори и Эрнсту Чейну удалось выделить чистую форму пенициллина. 12 февраля 1941 года инъекция пенициллина впервые была сделана человеку, а в 1943 году в связи с большими потребностями в медикаментах во время Второй мировой войны уже началось массовое производство этого лекарства. Интернет. Интернет является одним из самых значимых и трансформационных технологических изобретений в истории человечества. Интернет изменил способ общения, работы, обучения и развлечения, сделав информацию доступной для миллиардов людей по всему миру и запустив эру цифровых технологий. С интернетом наша жизнь стала куда лучше и проще. Начало эпохи интернета начинается в 1960-х годах, когда правительство США финансировало проект создания ARPANET – Advanced Research Project Agency Network. Первый узел ARPANET был запущен в 1969 году в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. В 1970-х годах технологии усовершенствовали ученые Роберт Кан и Винтон Серф. Они разработали самые важные коммуникационные протоколы для интернета – протокол управления передачей TCP и межсетевой протокол интернет-протокол IP. Новый виток развития интернета произошел в 1989 году, когда ученый Тим Бернерс-Ли создал систему World Wide Web – WWW. Он разработал язык HTML, который позволял создавать гипертекстовые страницы, и HTTP, который использовался для передачи этих страниц через интернет. С помощью WWW пользователи смогли создавать и обмениваться информацией и ресурсами. Это открыло мир интернета для всех. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какое еще изобретение или открытие вы бы добавили к нашей десятке и почему.